Привет, меня зовут Юфатова Ирина, и я приглашаю тебя на свой пробный урок тюльпаны. Даже не рисующий мастер сможет рисовать по моим схемам. Я преподаю 8 лет, и я докажу тебе, что рисовать это не сложно, это увлекательно и очень просто. Я не профессиональный художник, у меня музыкальное образование. Если бы мне кто-то сказал, что я буду учить рисовать, я бы, наверное, не поверила. Поэтому мои курсы адаптированы для полностью не рисующих людей, со схемами на бумаге, с очень подробным описанием, и я уверена, что у вас все получится. Для росписи мы будем использовать гелевые краски без липкого слоя Эмпаста. Это очень густые краски. Можно рисовать под топ или сверху топа и ничем не перекрывать. Очень красиво. И за счет плотности у всех получается с ними рисовать намного легче. В наборе 10 самых базовых популярных оттенков. И мы добавим еще Эмпасту Неон. Это адреналин. Для тюльпанов нам понадобятся 2 кисти. Это линейная 5/0 для тонких прорисовок и идеальный мазок 0 для подмалевка и для лепестков. Этой кисточкой очень удобно ставить мазки, она такая пухленькая и кругленькая. Кисти синтетика, берегите, пожалуйста, от света и ни в чем обезжиривать и промывать их нельзя. Только после работы вы можете промыть ее в топе, вытереть влажной салфеткой и убрать в темный пенал непрозрачный. Кисти на столе мы не храним. Давайте нарисуем схему. Если вы не профессиональный художник, то всегда смотрите, давайте вот так сделаем, типс, смотрите диагональ. У нас есть линия, которая соединяет противоположные верхние и нижние углы. Если мы говорим про тюльпан, да, примерно вот такая вот фигура у нас будет. Нарисовали. Вот эта линия ровная, и эта линия обязательно тоже ровная. Теперь сверху полкруга и снизу тоже добавляем полкруга. Вот такой бутончик получается. Со мной даже рисуют дети на бумаге, все прекрасно получается. Мне ученицы присылают свои отзывы, свои картинки, очень приятно. Дальше мы спускаемся ниже, да, оставляем здесь вот такой как будто кружочек. И отступая, я вот эти 2 линии дублирую, делая их параллельными друг другу. Очень важно. Сверху закругляю. Это у нас передний лепесток. 2 боковых обозначаем. Вот они у нас получаются. Дальше мы поставим с вами маленькую точечку. Вот здесь она правда должна быть маленькая, иначе будет очень грубо. Веточка немножко наклонена, да, ножка у тюльпана. И тоже стремится, например, в диагональ. Дальше листья. Листья мы ставим разные. Нельзя ставить одинаковые листья с 2 сторон. И листом желательно не перекрывать ножку. Смотрите, один мазок будет у нас. Вот он. Мы с вами поставим. И рядом поставим второй мазок. Так, расширим листик. Будет он у нас короткий и широкий. А с этой стороны можно поставить длинный и узкий. Дальше. Тень. Если мы разделим, да, вот у нас передняя часть, передний план, вот лепесток. Если мы с вами поделим на 3 части, получается основной цвет, свет и тень. Получается, здесь у нас будет с вами тень. Здесь у нас полутень, мы ее растушуем, а сверху у нас будет свет. Еще немножко тени мы поставим вот сюда в глубину
И сделаем такую плавную растушевку. Все, тюльпан готов. Очень любят клиенты тюльпаны. Пробуйте и рисуйте вместе со мной. Это очень просто и доступно. Я всегда для росписи беру вот такие твини гели. Очень удобно. Они есть разных оттенков. И это жесткая система для длинных ногтей. Это мягкая система, такие цветные базы для коротких ногтей. Смотрите, это и цвет, и укрепление в одном флаконе. И здесь вы можете сокращать время, понимаете? Вы сразу берете, делаете выравнивание или укрепление, это одно и то же. Перетягиваете, он с таким мелким-мелким шиммером, очень красивый. Переворачиваете ноготь, он у вас сцентровывается, да, там такой как гамачок появляется. В середине точка апекса, зона стресса, чтобы ногти лучше носились. Все, и сушим в лампе. Их несколько оттенков, я вот люблю очень для росписи использовать. Маргарита, да, но здесь мы по цветам обычно говорим. Зелененький, голубенький, фиолетовый, дайкири, пинаколада беленький, дайкири розовый, и апероль шприц, он получается такой рыженький. Ну, очень красивые оттенки, и вы очень с ними сэкономите время, потому что сейчас роспись должна быть очень-очень быстрой. Дальше я беру красную импасту и, не снимая липкого слоя, тонкой линейной кистью, потому что так гораздо проще, накидываю цветочек. Смотрите, не мельчите, все мелкое очень сильно дешевит. Да, вот мы с вами договорились, так он будет выглядеть. Дальше верхушечка сверху. И вот здесь внизу такой вот тюльпанчик будет. Вы себе контур сделайте красным. Подмалевок можете рисовать хоть гель-лаком. А вот то, что я буду делать сверху, нужно делать, конечно, только импастой. Теперь я беру импасту, кисточку мазок и заполняю наш тюльпанчик. Импаста не растекается. Ей можно и китайскую роспись рисовать, и жестого. Сушим в лампе 30 секунд. Теперь я беру импасту гранатовый сок и вот так вот вниз ставлю тень. Такая бордовая краска. Можете взять бордовый гель-лак. И сухой кисточкой очень аккуратненько нужно ее вытереть. И нам нужно по сухому сделать как градиент. Такой вот кисточкой топ-топ. Переход. Сушим. Дальше я беру импасту адреналин. Это неоновая импаста, с ней все красные цветы, красные фрукты становятся насыщенными. Если вы не добавите адреналин, то будет как будто немножко он, знаете, завял. Можно взять неоновый пигмент, помешать с топом. Такой у меня сейчас будет очень-очень яркий, прияркий тюльпан. Если розовый или фиолетовый рисуете тюльпан, то тогда можете взять Bubble Gum. Можно это сделать неоновым гель-лаком. Сушим в лампе. И можно поставить еще небольшую тень. Отступая вот здесь вот, да, такое расстояние, где у меня будет здесь вот прорисовка, я чуть-чуть обозначаю лепесточки. Можете сразу так вот прям сухенькой кисточкой себе очень тоненько
подтянуть и обозначить их. Теперь сухой кистью мы немножко эту тень растушевываем здесь вот плавненько. Такая у нас глубина появилась. Сушим. Можно убрать липкий слой и посадить какую-нибудь наклеечку Шармикон, чтобы смотрелось очень красиво. У меня тут, смотрите, всякие есть. Ну, остались. Это наклейки с липким слоем. Смотрите, я вот так сгибаю здесь, подсыпаю и приклеиваю. Поверхность должна быть сухая. И теперь я перекрываю все матовым топом и буду работать по финишу. Я беру вельвет, матовый топ. Нельзя вот так топом перекрывать. Он будет пузыриться, поэтому топ вы аккуратненько раскладываете. И не совсем тонко, потому что это все-таки защита. Сушим в лампе 1 минуту. Беру зеленую пасту и добавляю в нее черного. Такой мне нужен темно-темно-зеленый насыщенный оттенок травы. Если зеленого оттенка нет, то его можно смешать. Желтый плюс синий. Ну и плюс черный, если нужен такой прям темный-темный. Я беру тонкую кисть, ставлю вот здесь такую капельку, прям точечку маленькую, небольшую. И практически сухой кисточкой вытягиваю ножку. Медленно, 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 чтобы мне хватило краски. Кисточкой работаем в данном случае, как будто у вас в руках иголочка. Посушила. Теперь беру мазок и ставлю листики. Маленький шарик на кисточке. Ставим листья. Поставила, потоптала, разложила краску. Отошла на миллиметр, чтобы сверху краска лежала. Нажала на кисть и начинаю аккуратно, медленно подтягивать. Вот такой мазок получается. На курсе флористика как раз вот этими мазками мы и рисуем все цветы и доходим даже до жестовской росписи. На самом деле это не сложно, это очень увлекательно. Тем более, что по моим схемам это все очень просто. Вот такой вот двойной, покороче. А здесь мы с вами договорились, что будем подлиннее делать. Опять поставили, кисточкой потоптали, нажали и подтягиваем. По матовому нужно тянуть медленно, чтобы хватило краски. Подтянула. Ну и тоже могу немножко раздвинуть, чтобы он такой у меня пошире был, посочнее. Всегда старайтесь ставить один лист покороче, другой подлиннее. Теперь, не просушивая тонкой кисточкой, я вытаскиваю такие вот хвостики. И с этой стороны тоже хвостик. Подсушиваем пасту. Беру топ Teclas. Это глянцевый топ. И я хочу, чтобы мой тюльпан был блестящим, потому что листья я перекрывать не буду. Они будут сверху на топе. И чтобы мой тюльпан тоже выделялся и был объемным, беру кисточку мазок, топ, и аккуратненько здесь его так вот заполняю Teclas'ом по контуру. Глянцевый топ.
сушим и поставим свет. Посушить можно секунд 30. Для света я беру импасту Адреналин и добавляю в нее белого цвета, но чуть-чуть. В основном это все-таки Адреналин, потому что если вы сделаете слишком светлый оттенок, вы переборщите, будет слишком светло. Я ставлю точечку здесь и немножко отхожу, и сбоку тоже точечку и немножко отхожу, чтобы вначале краска лежала плотно. Теперь кисть нужно вытереть об салфетку. Видите, я как ее даже немножко расплющила, чтобы она как лопатка была. И сухой кисточкой за краешек вы подтягиваете и вытягиваете свет. Раз. И с этой стороны два. Очень аккуратненько, да? Подтянули, растащили. Если вдруг где-то у вас что-то здесь мешается или осталось, всегда кисточку просто вытираете и лишнее сухой кистью убираете, не проблема. Теперь середку тоже так же ставим. И здесь будем растягиваться в две стороны. В одну сторону и в другую сторону, такой вот как свет. Здесь я могу сейчас подсушить, и если хочется, можно еще раз продублировать, подтянуть, да, немножко выровнять мазочки, чтобы вот плавно, 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 так вот они у нас с вами растушевались. Так вот кисточкой я аккуратненько дохожу и лишнее убираю. Сушим в лампе, и ничем перекрывать нам не нужно. Такой достаточно быстрый тюльпан. Импасту нужно сушить 2 минуты. И если говорить о полном курсе флористика, вот мы с вами начинаем с тюльпанов. Да? Здесь у нас тюльпаны перекрыты топом. Можно перекрывать, можно не перекрывать. Здесь они не перекрыты, как я сейчас рисовала. Вот здесь то же самое. Мы нарисуем. Можно их сделать, кстати, фиолетовыми. Здесь и твини фиолетовый в цвет тюльпанов. Открытые тюльпаны, пятилистники, подсолнухи, цветы с контурной прорисовкой, с литьем, нарциссы, маки и ромашки, и даже жостовские розы в конце с ирисами. Да, все очень быстро, понятно и доступно. Поэтому я приглашаю вас на курс флористика. Вы можете попробовать, и вы поймете, что я все дизайны упрощаю. Я все рисую достаточно быстро и просто. Единственное, я всегда говорю ученикам: один типс – это стресс. Второй типс – это, приходит понимание, что ты рисуешь, и у тебя что-то получается. На третьем типсе вы уже точно въезжаете в схему. Четвертый типс, вы получаете удовольствие, просто кайфуете. И пятый типс можно продать клиенту. Поэтому один типс
не старайтесь рисовать, старайтесь рисовать несколько композициями. И после курса вы соберете вот такую продающую рамку. Это обычная рамка, фоторамка формата А4. В Leroy Merlin продается, в Ikea. Вы ее просто убираете, да, вот здесь белая часть у меня такая. Есть Potafix, это масса для фиксации, вот такие подушечки. И мы с вами соберем вот такую красоту, ваши клиенты не смогут глаз отвести. Potafix продается в Ашане, в гипермаркете Леонардо, где все для творчества, да, это масса для фиксации в отделе канцтовары. Я приглашаю вас рисовать. Это очень увлекательно и совсем не сложно. Все мастера, даже не рисующие, у всех все получается.